Это снова я, шлю вам большой новогодний привет, и сегодня мы будем ремонтировать вот такую вот консольку под названием Nintendo Switch OLED. Мне было выслано две OLED-овских платы на ремонт после неудачной чиповки. На первой плате у нас не работал ни Wi-Fi, ни Bluetooth, да и еще плюс консоль не включалась, зависая на втором логотипе Nintendo Switch. При этом, как видим, чип у нас срабатывал. Плата номер 2 у нас включается, но не работает также Wi-Fi и Bluetooth. Но еще и плюс чип не срабатывает. Ну и начнем мы ремонт с платы Number One. Сейчас подключим аккумулятор и проверим, какие симптомы у нас выдает эта консоль. При нажатии кнопки включения видим, что чип срабатывает и проходит успешная активация. А также на экране мы видим надпись No SD Card, которая нам говорит об успешном срабатывании чипа. Попробуем запустить официальную прошивку. Для этого нам потребуется одновременно нажать две кнопки громкости плюс и минус. Ну и как видим, что консоль наша не запускается. Хотя клиент указывал, что она зависает на втором логотипе. Далее подключим консоль к зарядке, чтобы посмотреть, есть ли какое-то потребление или нет, так как было указано, что консоль у нас не заряжается. И как мы можем заметить, что потребление у нас отсутствует. Для примера подключу к исправной консоли, чтобы показать наглядно, как это выглядит. И при подключении аккумулятора видим, что потребление появляется. Проверяем еще раз на нашем трупике, и как видим, все у нас по нулям. Далее я подготовил флешку с прошивкой, чтобы посмотреть в Hikate информацию о батарейке. Так как предварительно аккумулятор я зарядил до 100%, а на логотипе No SD Card я увидел полностью разряженный аккумулятор. А именно это меня сразу и смутило. Здесь мы видим, что наша батарейка полностью разряжена. Далее посмотрим информацию о батарейке и видим вот такую вот картину. А виновником всего этого является контроллер питания, чип под названием MAX 77620H. А он находится с обратной стороны платы, поэтому все отключаю и извлекаю материнку из корпуса для дальнейшей ее диагностики. Для наглядности подключу вторую плату и покажу, что с аккумулятором все в порядке. Видим, что батарейка наша заряжена на 91%, поэтому проблему с неисправным аккумулятором убираем. И переходим к проверке контроллера питания. Данный чип расположен у нас вот в этом месте. А именно и здесь я буду производить все замеры, сравнивая все показания на исправной плате, которые я выписал себе уже заранее. И по некоторым линиям чипа были выявлены отклонения, что и указывает на его неисправность. Поэтому можем смело приступать к его замене. Прогреваю плату с помощью нижнего подогрева до 150 градусов и, используя фен, отпаиваю данный чип. На фене температуру выставляю 280 градусов. А далее аккуратно пинцетом поднимаю данный чип, не задевая соседние компоненты. И теперь, пока у нас плата горячая, разбавим припой свинцово-содержащий и с помощью оплетки уберем лишнее. Далее с донорской платы я выпил исправный контроллер питания и перекатал его на новые шарики. Используя паяльную пасту, специальный трафарет. Клиентам была выслана донорская плата от второй ревизии, и контроллер питания там стоит чуть-чуть другой, поэтому я взял чип со своей донорской платы от OLED. Теперь, когда у нас все готово, можем устанавливать чип на его исходное место, выставляя все ровно по меткам. Так как у нас припой теперь свинцово-содержащий, температуру на фене я сбавляю. После установки чипа даю плате полностью остыть и уже потом отмываю тщательно плату от флюса. После полного просыхания платы произвел все замеры, а также убедился, чтобы у нас не было короткого замыкания по линиям питания. И только после этого подключаем аккумулятор и пробуем запустить консоль. Появилась надпись Nintendo, что уже радует. Ждем следующего появления логотипа Nintendo Switch и посмотрим, зависнет ли он на нем.
И здесь у нас выскочила ошибка 2101301, а эта ошибочка говорит о неисправности чипа M92T, который также отвечает за зарядку консоли. И как раз эта неисправность была и указана. Поэтому снова вытаскиваю плату из корпуса и приступаю к замене данного чипа. Этот чип у нас находится с обратной стороны платы вот в этом месте. Устанавливаю плату на нижний подогрев и с помощью фена приступаю к замене этого чипа. Сначала он был взят с донорской платы клиента, но консоль при включении выдала ту же ошибку, поэтому снова пришлось брать с моей. После остывания платы отмыл все от флюса и проверил с помощью мультиметра. Поэтому снова все собираем назад и подключаем. Подкидываем АКБ и нажимаем на кнопку включения. И надеемся, что консоль наша запустится без ошибок. Было напряженно, но она запустилась. И это небольшая радость, когда что-то получается починить. И на этом моменте вы можете подумать, что ремонт с данной платой завершен и можно переходить к следующей. Но вспоминаем еще, что у нас не работает ни Wi-Fi, ни Bluetooth. И во время поиска Wi-Fi точки мы получаем ошибку 2110.11.18. При такой ошибке обычно это или сбитые конденсаторы по линиям Wi-Fi Bluetooth, либо перерезанная дорожка. Но при визуальном осмотре через микроскоп не было обнаружено ни сбитых конденсаторов, ни перерезанных дорожек. И единственное, что было обнаружено, то что чип радиомодуля был залит флюсом и такое ощущение, его пытались греть. А два конденсатора по линиям Wi-Fi и Bluetooth были на месте. Поэтому я решил отреболить чип радиомодуля, так как его грели и возможно шары слиплись. Но перепаяв данный чип, ошибка у меня не ушла. И тут я не мог понять, в чем же проблема. Я начал проверять всю обвязку вокруг чипа, впаивать конденсаторы, замерять их номинал, сравнивая со своей рабочей платой, снова осматривать все под микроскопом, вдруг я где-то что-то упустил, сбитый элемент или перерезанную дорожку. Но нет, все было в порядке. Я потратил на эту кучу времени, около 3 или 4 дней, пока снова не добрался до этих конденсаторов, чтобы измерить их номинал. Отпаяв один конденсатор и измерив его, я увидел, что номинал у нас не соответствует. Выпаял сразу и второй и поставил туда с правильными номиналами. Снова собрав консоль и запустив ее, проверяем, ушла ли у нас проблема с Wi-Fi. И как видим, опять ошибка. И тут у меня уже честно опустились руки, так как больше не хотелось возиться уже с этой консолью. Проскинув мозгами еще некоторое время, мне не давал покоя этот уплывший конденсатор и зачем-то гревшийся чип Wi-Fi. Думаю, ну не мог уплыть так номинал на этом кондере. И я решил написать клиенту, узнать, была ли плата в ремонте или нет. Ну и конечно же, она уже побывала в ремонте. И самое смешное, что поставили конденсатор примерный по цвету. Друзья, товарищи, перед тем, как отправлять на ремонт кому-то, всегда сообщайте, какие были манипуляции произведены с платой, что менялось, была ли на ремонте в сервисе или нет. Все это вместе взятое облегчит работу мастера, сэкономит ваше время и его. Ну и цена за ремонт не будет внезапно для вас расти. Ладно, погнали возвращать родной Wi-Fi модуль на его исходное место. Он тут у нас аккуратно приклеен на флюс на донорской плате. Отклеим его от платы пинцетом и идем накатывать новые шарики. Сначала с помощью оплетки уберу старый припой и, используя трафарет, нанесу новый.
Теперь отпаиваем Wi-Fi модуль, который стоит от второй ревизии. Устанавливаем исходный Wi-Fi модуль на плату, выставляя все ровно по меткам. Немного флюса я уже нанес на саму плату. Снова ставим плату на нижний подогрев и припаиваем наш Wi-Fi Bluetooth модуль. И еще разочек все собираем назад и проверяем. Переходим в настройки, интернет и жмем на поиск сети и смотрим, будет у нас ошибка или нет. Итак, все, у нас все получилось, друзья. Ремонт второй платы я уже не стал снимать, так как она у нас работала, там только не работал Wi-Fi и нужна была перечиповка. Здесь также было заменено конденсаторы на правильные и пришлось все-таки отреболить Wi-Fi модуль, потому что его также грели. И скорее всего шарики там слиплись. И после этого все заработало. Ну и сделал, конечно же, перечиповку. А на этом у нас все. Наше видео подходит к завершению. Надеюсь, что это видео поможет кому-то восстановить консоли со схожими симптомами. А если данная тема видеороликов зайдет и наберет много просмотров, то я продолжу снимать видео данного формата. Поэтому не забываем ставить лайки и оставлять комментарии для продвижения этого видика. А я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю счастья, здоровья и успехов в Новом Году. До скорых встреч, увидимся в 2024. Увидимся следующим летом. А зарядку-то на первой плате я забыл проверить. Да, все в порядке. Ну все, теперь точно можно прощаться. Чипуйте свои консоли правильно.